В данном видео мы разберем работу фильтра пипетка по маске на частном случае его применения. Мы используем данный фильтр для перекраски стикера руки в образец цвета кожи, который возьмем с фотографии пользователя. Мы попробуем добиться такого результата, используя разные подходы к обработке стикера. Этот урок рассчитан на тех, кто уже умеет работать со стикерами и динамическими масками, и мы здесь не будем подробно останавливаться на объяснении их работы. Итак, в нашем распоряжении находится проект шаблона типа фильтр со следующей структурой. Изображение с рукой, поделенной на 3 стикера. Рука, рамка телефона и экран телефона, а также область вписывания. Стикер с рукой мы будем перекрашивать в цвет кожи пользователя. На стикере с экраном будет размещаться черно-белое изображение фотографии пользователя, а стикер с рамкой нужен просто сам по себе, никаких манипуляций с ним производиться не будет. Слои с этими стикерами сгруппированы в Photoshop для того, чтобы конструктор шаблонов определял их как одно целое. О том, как это делается и зачем это нужно, мы рассказывали в одном из предыдущих видео. Первым делом в конструкторе шаблонов добавим фильтр растеризации для всех стикеров, чтобы они отобразились в нашем проекте, начиная со стикера «Рука». На экране вы можете видеть параметры настройки позиции стикера, которые мы использовали в нашем проекте. Все остальные параметры мы оставили без изменения. Следом добавляем фильтры растеризации для стикеров телефон и экран. Их позицию проще всего будет выбрать в блоке видимости элементов группы, отметив галочку на ранее спозиционированном стикере «Рука». К области вписывания в конструкторе шаблонов добавим фильтр пипетка по маске. Обратите внимание, что данный фильтр должен находиться первым в списке. Принцип работы данного фильтра очень простой. Он находит на заданной области пользовательской фотографии цвет и заливает всю область вписывания этим цветом. Область пользовательской фотографии, с которой берется образец цвета, задается одной из масок в настройках фильтра. В нашем шаблоне мы будем использовать маску по коже. Методы вычисления цвета тоже бывают разные. Для цели этого шаблона мы выбрали медиану. Этот метод всегда дает хорошие результаты в шаблонах подобного типа. Сохраняем изменения и смотрим, что получилось. Область вписывания с фильтром пипетка по маске полностью закрыла тестовую фотографию. Нам же необходимо, чтобы она покрывала только изображение с рукой. Для этого через меню «Вставка» добавим новую область вписывания типа «Рамка» с названием SQ «Основное фото» и расположим ее в Photoshop в самом низу структуры шаблона. Текущую область вписывания переименуем в SQ пипетка по маске, после чего в конструкторе шаблона перечитаем PSD. После перечитывания переходим в редактор динамических масок слоя SQ область пипетка по маске и создаем маску по стикерам, построенную по этому же слою. Повторно обрабатываем фото. Теперь у нас видно фотографию, а слой с пипеткой оказался перекрыт рукой. Теперь нам необходимо покрасить руку в цвет слоя с пипеткой. И вполне логично будет сделать это с помощью режимов наложения. Слои мы можем расположить двумя способами. Слой с цветом внизу, рука с режимами наложения наверху. Либо наоборот, рука внизу, а цветовой слой с режимами наложения наверху. Обычно, когда что-то нужно покрасить, мы применяем режим наложения цветность к тому слою, в цвет которого собираемся красить. Но реальность вносит свои коррективы, и мы видим, что этот режим только тонирует руку, не меняя при этом ее яркости, и для темной кожи этот режим не подойдет, несмотря на то, что на светлой он выглядит очень хорошо. А если бы наша рука была темная, то все было бы ровно наоборот. На этом этапе давайте немного углубимся в теорию и вспомним, как вообще работают режимы наложения и чего мы хотим в итоге добиться. По сути, нам необходимо совместить цвет и объем. Объем — это проявление на плоскости бликов и теней. Исходя из этого, мы и будем подбирать режимы наложения. Все режимы наложения делятся на несколько блоков. Базовые, затемняющие, осветляющие, контрастные, инвертирующие, корректирующие. Красным цветом выделены режимы наложения, которые не поддерживаются конструктором. Остальные можно использовать. Затемняющие эффекты дадут только тени без бликов. Осветляющие дадут только блики без теней. Соответственно, эти варианты нам не подходят. Корректирующие мы уже пробовали, и они тоже не подошли.
Инвертирующие на этом проекте совершенно точно не к месту, а вот контрастные, которые являются гибридом осветляющих и затемняющих типов наложения и могут проявить как блики, так и тени, это то, что нам нужно. Далее, путем простого перебора режимов наложения, необходимо выявить наиболее подходящие результаты. Сейчас мы не будем показывать каждый получившийся результат, их вы можете проверить самостоятельно в Photoshop. Помните, что в зависимости от расположения слоев, о котором мы упоминали ранее, результаты могут отличаться. На экране вы можете видеть два варианта, которые являются наиболее подходящими. Это варианты с режимами наложения перекрытия и жесткий свет. Чтобы получить наиболее оптимальный вариант, можно немного снизить яркость и контрастность слоя с рукой. Наш вариант настройки данной опции вы можете сейчас видеть на экране. Несмотря на то, что это лучшие результаты, их вполне можно использовать, они не являются идеальными. В них невозможно добиться равного контраста на светлой и темной коже. Светлая кожа получается немного пересвеченной, а темная недостаточно контрастной. В текущей ситуации нам на помощь придет метод частотного разложения. Это метод, который часто используется ретушерами для быстрого исправления дефектов кожи. Его суть заключается в том, что изображение при помощи фильтров раскладывается на два слоя – текстуру и цвет, и каждый из них редактируется по отдельности. Нам из этого метода нужно получить только текстуру, поскольку цвет у нас уже имеется. Это область вписывания с фильтром пипетка по маске. Чтобы из слоя получить текстуру, нам потребуются три вещи: кривые с фиксированными параметрами, фильтр краевой контраст, значение которого нужно подбирать самостоятельно в зависимости от конкретного проекта, и режим наложения линейный свет для этого слоя. Переходим в Photoshop и к слою рука последовательно добавляем фильтр краевой контраст и кривые для снижения контраста. Далее к группе стикера устанавливаем режим наложения слоя линейный свет. Для удобства настройки советуем подложить фоновый двухцветный слой, имитирующий цвет кожи. Все остальные параметры типа яркости и насыщенности настраиваются индивидуально и по желанию в зависимости от вашего проекта. Самое сложное на этом этапе – это подобрать правильные параметры для текстуры, чтобы она смотрелась естественно на любом цвете кожи. В конструкторе шаблонов перечитаем PSD и проверим его на тестовых фотографиях. Результат получился приемлемый. У нас осталось дело за малым – настроить стикер с экраном телефона таким образом, чтобы он показывал обесцвеченное изображение фотографии пользователя. Через меню «Вставка» создадим новую область вписывания типа рамка с названием SQ область экрана, которую в Photoshop мы расположим поверх всех имеющихся областей вписывания. После чего в конструкторе шаблонов перечитаем PSD и применим к ней фильтр обесцвечивания. Далее для стикера экран создадим растеризацию по области вписывания SQ основное фото. Настройки позиции можно скопировать из любого стикера, спозиционированного ранее, через меню «Копировать из» в редакторе позиций стикера. А к области вписывания SQ область экрана добавим динамическую маску по стикерам, которую построим по области вписывания SQ основное фото. Обрабатываем фото и проверяем получившийся результат. Как видно, он полностью отвечает нашим требованиям. Дальнейшую доработку шаблона, как то ретуширование, добавление яркости, теней и прочее, вы можете осуществлять уже по своему желанию. Нашей целью было научить вас базовым принципам работы с фильтром пипетка по маске, чтобы вы могли применять его в своих собственных проектах. Все интересующие вас вопросы вы можете задать в комментариях к этому видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых уроков. Спасибо за внимание.